Одно из самых больших разочарований всех садоводов – это непрерывная и зачастую неравная борьба с сорняками. Сколько их ни выпалывай, они все равно отрастают, причем очень быстро, а некоторые с еще большим размахом. Постоянно применять химию – это не выход, тем более в густо насаженных цветниках. Зато сократить рост сорняков, а со временем и полностью вытеснить их из культурных насаждений можно с помощью тех же растений. Очень выручают в борьбе с сорной травой многолетники с широкой и густой кроной. К таким относятся хосты. Под их красивой крупной листвой практически ничего не растет. И даже проросшие семена сорных растений все равно вскоре погибнут от нехватки света. Хосты отлично подходят для заполнения пустующих мест в цветнике, оформления приствольных кругов деревьев, а также декорирования края дорожек. Эти неприхотливые многолетники хорошо приживаются даже в тенистых местах. Кроме того, многие сорта отличаются не только эффектной многоцветной окраской листвы, но и привлекательными ароматными соцветиями. Высадив разные по размерам кроны и окраски листвы хосты, можно создать высокодекоративные садовые композиции, и сорнякам там уже будет не место. Уход за хостами самый простой. Единственное, что некоторые ее разновидности, как, например, хосту подорожниковую, любят подъедать слизни. Поэтому такие посадки стоит обрабатывать, мульчировать хвоей или ставить разные ловушки этим вредителям. Хотя есть растения, присутствие которых слизням очень не нравится. Например, я давно заметила, что мои хосты, растущие рядом с садовой многолетней геранью, повреждаются гораздо реже. Видимо, запах этого многолетника их отпугивает. Герань способна расти на солнечных участках и украсить тенистые места. Цветет не только красиво, но и долго. Есть очень красивые сорта с махровой формой цветов. Пышная крона герани, состоящая из декоративной ажурной листвы и ярких соцветий, послужит хорошим укрытием почвы от сорной травы. Для борьбы с сорняками особенно подойдут почвопокровные виды. Эти растения не требуют особого ухода, своевременного полива и укрытия на зиму. Еще одно очень полезное растение для открытых и полутенистых мест – это лаконос ягодный или фитолака. Это сильнорослый травянистый кустарник с крупной листвой и оригинальными соцветиями в виде свечей. Данный многолетник отличился своей неприхотливостью и красотой. Лаконос способен украсить любой уголок сада и прикрыть своей раскидистой кроной почву от сорняков. К осени его листва приобретает яркие багряные краски, а ягодные гроздья остаются висеть до прихода морозов. Вся надземная часть растений на зиму отмирает. Корни залегают глубоко в земле и переносят даже суровые зимы. Весной лаконос отрастает с новой силой и остается декоративным до глубокой осени. Данный многолетник приносит большую пользу саду и растениям, растущим по соседству. Фитолака отпугивает многих вредителей. Рядом с ней не бесчинствуют плодожорки, пилильщики и прочие вредоносные насекомые. Красить клумбы и решить проблему с прополкой сорной травы помогут красочные гейхеры. Среди этих многолетников есть много сортов со всевозможной окраской листвы. Кустики отличаются не только своей красотой, но и высокой теневыносливостью. Хотя ярко окрашенные сорта в глухую тень лучше не высаживать. Отличное место для гейхер – это полутень и участки под ажурной кроной деревьев. Совершенно неприхотливы в выращивании папоротники и манжетки. Из последней получается красивое обрамление клумб и садовых дорожек. Ее веерообразная листва привлекательна сама по себе и в сочетании с ярко-желтыми соцветиями. Высота пышных кустиков до 50 см. Плотно высаженные манжетки не дадут возможности прорастать сорнякам и украсят открытые и тенистые участки в саду. Папоротники также радуют своей декоративной листвой. Они способны расти даже в самых тенистых местах. Отлично разрастаются. Среди них есть и особо агрессивные представители, например, папоротник-страусник. Поэтому с этим многолетником надо быть аккуратней, так как он всего за несколько лет способен захватить приличную территорию сада. Создать яркий цветник, в котором не будет места сорнякам, можно с помощью метельчатых флоксов. Эти многолетние цветы отрастают на высоту от 30 см и до 1,5 метра. В
В зависимости от сорта, окраска пышных соцветий самая разная. Раннецветущие флоксы зацветают уже в июне, а поздние сорта радуют цветением до осенних холодов. Красочная палитра цветов флокса поражает воображение. Каких только оттенков нет среди этого многолетника. Единственное, что не вывели до сих пор – растения с желтой окраской соцветий. Даже самые неопытные садоводы справятся с таким многолетником, как лилейник. Существуют простые и более декоративные сортовые лилейники с очень красивыми цветами. Эти растения хорошо разрастаются, образуя пышные кусты. Крона состоит из дугообразной удлиненной листвы и большого количества соцветий. Цветут лилейники в зависимости от вида и сорта с мая по август. Они неприхотливые в уходе и засухоустойчивые, поэтому эти цветы часто называют растениями ленивого садовода. Ими очень удобно заполнять пустующие участки в саду, прикрывая оголенную землю от прорастания сорняков. Большой популярностью среди садоводов пользуется еще одно почвопокровное растение под названием пахизандра. Этот вечно зеленый полукустарник относится к семейству самшитовые, хотя среди пахизандры есть и листопадные виды. Данный многолетник хорошо разрастается, покрывая почву плотным ковром из декоративной листвы. Пахизандра способна расти даже в тенистых местах. Ее часто используют для декорирования приствольных кругов деревьев, пустующих участков в саду, оформления краев клумб и садовых дорожек. Высота растений составляет от 20 до 40 см. Пахизандра – это отличное решение для малоуходного сада. Ее посадки подойдут всем, кто ценит свои силы и время и не желает тратить их на постоянную борьбу с сорной травой. Под плотными насаждениями этого многолетника сорнякам уже точно будет не место. К таким же хорошо заполняющим пустующие участки в саду растениям относятся почвопокровный барвинок и плющ. Эти неприхотливые многолетники с годами способны образовывать сплошные ковровые покрытия. Среди барвинка есть сорта с пестролистной листвой и симпатичными сине-голубыми или фиолетовыми цветами. Плющ и барвинок не требуют специального ухода и обладают высокой теневыносливостью. Единственное, что в садах с суровыми зимами плющ не сможет расти без укрытия. В моем же саду, который находится в климатической зоне 5Б, он отлично зимует уже несколько лет. Я его вообще не укрываю. Я уверена, что многие зрители дополнят мой список другими неприхотливыми растениями, с помощью которых можно постепенно вытеснить сорняки. Обязательно поделитесь своим опытом в комментариях. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы в будущем не пропускать выпуск новых роликов. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, оставить свой лайк. И до новых встреч на канале Добрый сад.